привет! Сегодня на канале Mazes Knitting мы покажем вам два способа красивой двухцветной обвязки пледа. В первом варианте обвязка является двухсторонней и выглядит одинаково как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Во втором варианте край более плотный и эластичный. Смотрится очень красиво, как в двух цветах, так и из однотонной пряжи. Для того, чтобы связать плед из пряжи Alize Puffy за один день, перейдите по ссылочке в верхнем правом углу этого видео. На нашем канале много подробных мастер-классов по изготовлению изделий из пряжи с готовыми петельками. Вязать из нее легко и очень быстро, а главное, не нужны спицы или крючок. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. В первом варианте двухцветной и двухсторонней обвязки пледа, после того, как изделие будет связано, мы не обрезаем рабочую нить, а также не закрываем петли. Мы продолжаем их набирать по периметру изделия. В угловые петли для плавного разворота нам нужно набрать по 3 петли с рабочей нити. Поскольку первая петля у нас уже есть, вторую набираем спереди назад, а третью сзади наперед. Это делается для того, чтобы не было просветов. Петельки хорошенько вытягиваем и разравниваем. Следующие петли будем набирать за верхнее ребрышко боковых петель. Набираем таким образом 1, 1 петля, 2 и снова 1, 1, 2. При таком наборе край изделия не будет стянутым. Продеваем первую петельку и вытягиваем. Затем вторую. Продеваем во вторую петлю. В третью продеваем таким образом. Одну петельку продеваем за одно ребрышко, как предыдущие, а вторую петельку за второе ребрышко этой же петли. Таким образом продолжаем набирать петли, пока не дойдем до следующей угловой петли. В угловые петли продеваем по 3 петли с рабочей нити. Сзади наперед, вторую спереди назад и третью снова сзади наперед. Дошли до первого ряда. Здесь мы набираем по одной петле в каждую петельку первого ряда. Старайтесь не попасть в отверстие между петлями. Чтобы не сместился рисунок, отыскиваем первую петлю и провязываем ее. Через 2 ребрышка провязываем вторую петлю. Затем снова 2 ребрышка, третью петлю. Таким образом провязываем весь ряд. Количество набранных петель должно соответствовать количеству петель вашего изделия, не считая 2 боковых. В угловую петлю для плавного разворота провязываем 3 петли с рабочей нити. Дальше набираем петли с прибавками, так как мы делали на противоположной стороне. 1 петля, 1 и 2. И снова 1, 1 и 2. Так чередуем до конца ряда, до первой петли. В угловую петлю наберем 2 петли с рабочей нити, так как у нас 1 петля уже есть. Обрежем рабочую нить, предварительно разрезав на ней последнюю петельку, так, чтобы получился небольшой хвостик.
Теперь привязываем или пришиваем нить другого цвета. Возьмем первую петлю нити другого цвета и провяжем в нее вторую петлю. Теперь эту вторую петлю провязываем в первую петлю нашего изделия и вытягиваем. Затем снова провязываем петлей другого цвета. Делаем петлю подъема. Оставшуюся петлю снова провязываем в петлю изделия и делаем петлю подъема. И так далее. Оставшуюся петлю в петлю изделия и снова петля подъема. Так мы провязываем по периметру все набранные петли. По ходу вязания разравнивайте провязанные петельки, чтобы сбоку получилась ровная косичка. Обвязка получается одинаковой и с лицевой, и с изнаночной стороны. После того, как обвязка будет закончена, нам нужно обрезать рабочую нить. Разрезаем ножницами крайнюю петельку на рабочей нити и обрезаем ее, чтобы остался небольшой хвостик. Хвостик продеваем в оставшуюся последнюю петельку. Для красивого края хвостик рабочей нити продеваем в соседнюю петлю за оба ребрышка и возвращаем его назад в последнюю закрытую петлю. Разровняем петельки, чтобы они были одинакового размера. Оставшийся хвостик аккуратно подшиваем на изнаночной стороне обычными ниточками для шитья. Аналогично подшиваем на изнаночной стороне все оставшиеся хвостики. Лишние ниточки обрезаем. Во втором варианте обвязки, после того, как изделие будет связано и петли закрыты, присоединяем нить другого цвета. Вы можете связать хвостики конца вязания и новой ниточки. Для этого разрежьте первую петельку на новой нити или просто пришейте ее с помощью обычных ниточек для шитья. Первую петлю на нити продеваем в последнюю закрытую петлю изделия за оба ребрышка. Свободный хвостик пришейте на изнаночной стороне, чтобы его не было заметно. Продели первую петельку нового цвета. Теперь нам нужно сделать петлю подъема. Для этого продеваем вторую петлю этого же цвета в первую. Третью петельку продеваем в следующую петлю за оба ребрышка и вытягиваем. Теперь обе петельки нам нужно надеть на пальчик и провязать вместе новой петлей с рабочей нити. У нас осталась одна петелька.
Следующую петлю на рабочей нити продеваем в следующую петлю изделия и вытягиваем. И теперь снова обе петельки надеваем на пальчик и провязываем петлей с рабочей нити. Мы провязали с вами 3 петли. Теперь таким же образом нам нужно провязать еще 3 петли. Провязали 6 петель. С такой обвязкой край изделия у нас довольно эластичный. На большом изделии для того, чтобы край не был волнистым, мы будем делать убавки через каждые 6 петель. Для этого проденем не одну, а 2 петельки с рабочей нити подряд. И теперь надеваем на пальчик не 2, а 3 петли и провязываем их вместе одной петлей с рабочей нити. По вашему желанию вы можете делать такие убавки чаще, через 4 или 5 петель. В каждую угловую петлю для плавного разворота петли мы будем провязывать 3 раза. Для этого продеваем первую петельку с рабочей нити и провязываем 2 вместе. Вторую петельку продеваем в эту же петлю. Аналогично первой и второй провязываем третью петлю. У нас получился красивый разворот. Продолжаем делать обвязку по всему периметру изделия. В угловые петли для плавного разворота набираем по 3 петли. Когда дойдете до стороны первого ряда изделия, петли провязывайте в каждую петлю рисунка. Не забывайте делать убавки, а в угловые петли провязывать по 3 петли. Так мы движемся к первой петле. Дошли до последней угловой петли. Здесь у нас начало обвязки. Одна петелька у нас уже провязана, и теперь нам нужно провязать еще 2. Закончили первый ряд обвязки. Теперь нам нужно обрезать рабочую нить и сменить цвет обвязки. Для этого разрезаем последнюю петельку на рабочей нити и обрезаем рабочую нить, чтобы остался небольшой хвостик. Если вы хотите оставить один ряд обвязки, вы можете просто закрыть вязание. Проденьте оставшийся хвостик в последнюю петлю, затем протяните за оба ребрышка первой закрытой петли и верните ее назад в середину последней оставшейся петельки.
Разровняйте красиво петельки, чтобы они были одинакового размера. И хвостик подшейте на изнаночной стороне обычными ниточками для шитья. Для того, чтобы сделать второй ряд обвязки, не будем закрывать последнюю петлю. Возьмем нить основного цвета вязания. В первую петлю обвязки продеваем нить нового цвета за оба ребрышка. И теперь надеваем на нее сверху последнюю закрытую петлю. Дальше делаем петлю подъема и вяжем за каждую петлю предыдущего ряда, так как мы вязали ранее. Второй ряд провязываем аналогично первому, только без убавок. Движемся к угловой петле. В угловую петлю для плавного разворота провязываем 3 петли, так как мы делали это в предыдущем ряду. Аналогичным образом провязываем все угловые петли. Все остальные петли провязываем по одной за каждую петлю предыдущего ряда. Обвязку делаем по периметру изделия. Закончили второй ряд обвязки изделия. В последнюю угловую петельку провязываем 3 петли. Теперь обрезаем рабочую нить, предварительно разрезав посередине крайнюю петельку, чтобы получился небольшой хвостик. Хвостик продеваем в последнюю оставшуюся петлю и затем за оба ребрышка соседней закрытой петли и возвращаем его назад в последнюю петельку. Все петельки разравниваем, подтягиваем, а хвостик подшиваем на изнаночной стороне обычными ниточками для шитья. Аналогично подшиваем все оставшиеся хвостики. Вот такая обвязочка у нас получилась. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите нам в комментариях, мы обязательно вам ответим. И присылайте фото ваших готовых работ по нашим мастер-классам нам в Instagram, мы разместим их на нашей страничке. Поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые мастер-классы. Пока-пока!